Я вас приветствую. Смотрите, на каком уровне нахожусь со снегоходом. Снега навалило вообще очень много. Передвигаться тяжело. Сегодня я доехал сюда прямо до дверей на снегоходе, друзья. Меня зовут Егор. Рад вас приветствовать на моем канале. Сегодня я у шалаша. Сегодня будет ответственный день. Сегодня буду делать кухонный гарнитур. Фух. Да уж, снега вообще море. Все, иду располагаться, топлю печь. Всем приятного просмотра.
Прежде чем делать стол, прибиваю плинтус самодельный, вот такой вот. Сделал при помощи циркулярки под 45 градусов вот такой небольшой треугольник. Прибиваю его по полу, по периметру, пока сделаю эту сторону, эту. Потом чуть позже добью вот эти две стороны. В общем, начинаю бороться с мышами. Мыши ползают все-таки, вот, все грызут фольгированный асбест. Так он тут где-то что-то, короче, пока меня нету, здесь мыши тусуются. Вот, прибиваю плинтус. Так, я взял нейлер, он у меня на улице, прибью нейлером. Нейлер есть у меня теперь. Быстренько по периметру, а потом буду уже собирать постепенно каркас стола. Плинтус я по периметру пробил, остался небольшой кусочек за печкой. Это я сделаю потом, когда печка будет холодная, надо печку будет снять, пробить и установить печку обратно. Все, доступ мышей, я надеюсь, снизу закрыл. Теперь надо будет наблюдать, если где-то будут они в другом месте заползать. Там что-то предпринимать, вот так. Ну а так под пол все-таки они, заразы, ползают. Скажу, что снизу, который второй слой досок, он полностью подогнан хорошо, поэтому мыши снизу не должны залазить, а именно они залазят сверху, вот отсюда с помещения. Так что вот, все, теперь доступ им закрыт. Теперь я перехожу к замерам для столешницы, для стола. Работать буду здесь, хоть у меня есть верстачок за шалашом на улице. Выходить неохота. Сейчас холодно, одеваться, раздеваться, чтобы отпилить одну доску, чтобы зайти снова раздеться. Буду тут грязно, да, потом подмету. Сейчас делаю разметку, буду пилить уже досочки и тихонечко собирать. Сегодня впервые в жизни работаю ударным винтовертом. До этого вообще в руках не держал. Работал я только лишь шуруповертом. Дрель-шуруповерт у меня. Вот этим инструментом работаю впервые. Фирма Greenworks, платформа 24 вольта.
Ко многим, я уже говорил, подходят вот эти аккумуляторы все взаимозаменяемые. 300 ньютон в этом маленьком инструменте, 2800 оборотов, 4000 ударов в минуту. И вес при таких маленьких габаритах 1,1 килограмм там с копейками. Вот такая мощь. Очень понравилось, что бита не проскальзывает, когда саморез вкручивается полностью в дерево, как это на шуруповерте бывает. А когда она упирается, начинается удара, и винт, саморез дальше начинает крутиться. В общем, работаю, пользуюсь и буду еще испытывать все прелести вот такого винтоверта. И мне не нужно будет в дальнейшем брать мощный шуруповерт, чтобы закручивать офигенно большие саморезы. Вот когда я делал беседку, там у меня этот шуруповерт был. При помощи вот этого малыша можно будет большие саморезы вкручивать. Сегодня выезд в избу у меня только на один день, без ночевой, с целью сделать полностью стол. Мини-гарнитур я его называю. Столешница, дверца, все это полностью сегодня доделать. Прошлый раз, когда я выезжал в избу, до этого у нас были недельные снегопады, да и сейчас они в принципе идут, небольшая передышка была. Снега очень много, поехал на снегоходе доделывать там предбанник. Кстати, сделал, можете посмотреть, вот по ссылке вверху. Очень получился классный, красивый предбанник. Поехал в очередной поход в избу на снегоходе и упал со снегохода и выронил нож. Нож у меня был вот здесь, в этом кармане. Вот ножны все еще здесь находятся в кармане. Не искал еще нож, надо будет попросить металлоискатель и попробовать прозвонить, поискать вот это место, где я упал. Надеюсь, он там лежит. Приобрел временный вариант потерянному ножу. Нож Востран. Вот такой мини-нож, я его называю. Помещается в ладошку. Нож длиной 185, клинок 90 мм. Рукоять здесь стеклотекстолит, темляк паракорд и ножны Кайдекс. Очень легкие, прочные ножны. Вот так вот все, одним движением. В ножнах, кстати, нож находится очень хорошо, плотненько. Кстати, наверное, единственная эта проблема была, что нож вот этот в ножнах плохо держался и выпал. Этот нож держится крепко. Вот так вот. Сталь здесь Х12МФ, очень острая, бреет волосы. Очень интересный нож, мне очень понравился, маленький такой, компактный. Ну и поделюсь еще небольшой находкой, мультитулом для долгого проживания в избушке, для путешествий, там на поезде, на автомобиле, для пеших прогулок, выходов. Вот такой маленький мультитул. Очень понравился, что он для
в своей компактности содержат 10 предметов, которые в первую очередь необходимы, когда долго проживаешь и не находишься дома. Здесь вот есть ножницы, отвертка, открывашки, есть крестообразная отвертка, тут же пилка для ногтей и нож. Вот, а с этой стороны находятся кусачки для ногтей. Вот так вот. Уже попользовался, очень, интересно так. Все в одном месте, все необходимое. При своих маленьких размерах очень классно. Вот, мультитульчик. Ссылочки оставлю в описании. Посмотрите, а нож очень такой, мне нравится, такой маленький. В руке лежит хорошо, острый. Вот так вот. Снега, друзья, смотрите, проехал на снегоходе, какая бровка, снега очень много выпало, падает еще снег, прямо нынче в этом году засыпают Удмуртию. Шалаш весь, смотрите, какая шапка, много снега очень.
Где-то занозу получил, не вижу, наверное, от самореза. Стружка. Ну что, дверцы готовы, практически осталось крутить одну доску и посмотреть, как работает. Надеюсь, я тут накрутил нормально, будет все хорошо открываться. Плотно прикрутил. Прикрутил плотно. Это все нормально открывается. Притирочку. Шикарно. В этот раз на дверцах петли делал в таком варианте. Прошлые разы, которые я делал, я намучился. Там надо вырезать, подгонять. Одному не совсем удобно. Сделал вот таким образом. То есть открытые петли. Смотрится тоже симпатично, красиво. Маленькие эргономичные петельки. Пока вкрутил саморезы вместо ручек. В следующий раз сделаю красивые ручки сюда. Вот, пока вот так. Подпилил вот эту доску. И теперь все открывается, закрывается идеально. Вот. Стол готов. Осталось отторцевать вот эту сторону. Сделать попрямее. И в принципе все.
Как вам столик? Получился красивый, белый, светлый. Может быть, что-то нужно будет добавить. Что еще можно сюда добавить? Может быть, вот этот надо угол скруглить будет. Здесь хочу полочку добавить, чтобы в сложенном состоянии, когда кровать будет, туда можно положить какой-нибудь гаджет. Все под рукой было, на уровне лица, так скажем. Вот так. Что-то бы еще добавить. Может сюда абажуров добавить, освещение, подсвечи какие-нибудь. Надо еще подумать. На этом мой поход в этот шалаш заканчивается, друзья. Я успел до темна, еще успеваю выбраться. Благодарю всем, кто составил мне компанию. Всех благодарю, кто досмотрел этот ролик до этого момента. Увидимся с вами в следующем ролике. И пока-пока. Будьте здоровы. И заходите в Телеграм. Жду вас там.